Всем привет! Вот как видите, имею 3 электродвигателя, компрессора от холодильника. Первый компрессор 80-х годов, второй 90-х годов, третий 2000-х годов, самый современный. Давайте сделаем такой как эксперимент. Я думаю, будет и мне, и вам это интересно. Разберем каждый двигатель по отдельности, посмотрим, какая в данных двигателях конструкция, сколько есть металла, какого металла. А в конце все свесим и посмотрим, сколько получается денежек, если это все сдать на металлоскупке. Ну что, погнали! Пожалуй, начнем с самого старого электродвигателя. Как видим, он даже самый большой. Теперь надо слить с этого электродвигателя масло. Я такого электродвигателя еще не видел. Но видишь, он старенький очень. Ну давайте посмотрим, что внутри в самом двигателе. Ого, не достается. Надо разбирать. Итак, я распилил еще немножко наш корпус. Теперь должно все выбраться. Смотрим. В корпусе какой толщины металл. Офигеть, можно металл. Так. Ага. Оба. Сам якорь, сам компрессор. Вот как выглядит. Вот обмоточка. Зараза не выбирается. Тоже надо распиливать. Запрессованная. Итак, распилил. И получилось, что наша обмотка запрессованная конкретно. Фу, все-таки я ее достал. Вот она. Какая большая, я скажу, здоровая обмоточка. Вот это в 80-х годах делали. Металла не жалели. И вот, как видите, где сам поршень ходит, есть крышечка на болтиках. Давайте открутим и посмотрим, что там внутри. Там ничего такого особенного. Только сам поршенек ходит. Вот. Сам поршень тоже металлический. Самый старый наш двигатель разобрали. Сейчас все ложим в сторонку. Разбираем 90-го года двигатель. Тут еще по-другому все сделано. Интересно. Электродвигатель 90-х годов. Так сказать, компрессор. Даже еще пишется. Сделано в СССР. Это значит начало 90-х. Ну что, смотрим, что там внутри. А здесь, как видим, разбирается очень просто. Ничего откручивать не надо, ничего не запрессовано и так далее. Вот все как выглядит. Там компрессорчик. Как видим, внутри корпуса есть вот такие трубочки. Это медь, ребят. Ну что, давайте выберем саму обмотку. А вот какая обмотка в компрессоре от холодильника 90-х годов. А вот сам компрессор. Во, какая головка здесь. Здесь совсем по-другому сделано. Здесь какая конструкция интересная. Ну вот, разобрали второй электродвигатель от холодильника, компрессор. Ну что, разбираем третий. Этот электродвигатель 2000-х годов. Тоже ничего не надо разбирать. Просто легко достается.
сам электродвигатель с компрессором. В самом корпусе больше ничего нету. Как видите, пусто. Вот как выглядит сам компрессор. Самого компрессора головка здесь устроена еще по-другому. Видите, совсем по-другому выглядит верх крышки. Итак, открутили обмоточку нашу. Вот как выглядит обмотка. И давайте теперь посмотрим, снимем головку нашего компрессора. Посмотрим, что там внутри, как там устроено. Опаньки. Головка состоит из двух частей, как видим. А вот сам поршенек небольшой, видите какой. Ну вот, посмотрите, 80-х годов, вот какие внутренности, 90-х, вот как выглядит. А вот 2000-х, более современные. Как видим, конструкции отличаются. Все-таки есть разница в двигателях, хотя они выполняют одну и ту же функцию. Как видим, между нашими обмотками, статорами есть разница. Самая старая обмотка, самая большая, самая новая, самая маленькая. Как достать медь из статора, можете посмотреть видео на моем канале. Я там все показываю. А теперь давайте все свесим и посмотрим, сколько у нас всего получилось и сколько это денежек. А вот как выглядит все общее. Все двигателя разобранные и металлы рассортированные. Итак, первый двигатель. Черный металл 11700. Итак, второго двигателя черный металл 8 килограмм 400. Наш третий двигатель черный металл 7200. И дальше будем весить медь. И так как у меня весы рассчитаны на большой тоннаж, они, конечно, килограммы мне не покажут. Так мы будем делать так. У меня есть вот 4 килограмма сахара. Я их ложу на весы. И как видим, ровно 4 килограмма и показывает. Дальше буду медь ложить. Добавил медь и стало 5 килограмм. Значит, меди ровно 1 килограмм. Теперь обратно ложим сахар 4 кг и медь второго двигателя. Как видим, 4900 на 100 грамм меньше меди во втором двигателе. Итак, третий вариант. Медь загрузили на сахар. И получается общий вес 4800, то значит 4 килограмма минус 800 грамм меди. Итак, подводим итоги. Значит, за первый двигатель мы получили 6 евро 50 центов. В рублях 650 рублей, за второй 5 евро 40 центов, в рублях 480 рублей, за третий вариант мы получили 5 евро, в рублях 450 рублей. Вы увидели и узнали, какой двигатель и сколько он весит, какая его конструкция, с чего он состоит и так далее. А на этом я заканчиваю. Всем спасибо за внимание, всем пока.